Привет, братья и сестры! Сегодня смотрите «Философия», обзор фильма «Call Ye Call». Да, здесь узнаете «Философия», обзор фильма «Звонок из прошлого». Здесь обсуждаем фильм. Название «Звонок из прошлого». Оригинальное название «Call Ye Call». По-английски их nicht spreche English, так, извините, братья и сестры. Год выпуска 2020, жанр, триллер, фантастик, криминаль. Выпущена Южная Корея, Нех Entertainment World, Йонг Фильм, режиссер Хюн Хен Ли, в ролях Син Хэ Пак, Джон Чо Чон, Чон Рен Ким, Эль Ли Хо Сан Пак. Извините, братья и сестры, я не говорю. Да, выпущена Южная Корея, не Северная Корея, не путайте. А кто я такой? Меня зовут Адас, я родился в Литве, в городе Каунас. Я служил следователем полицейского управления Пасвалис. Я имел звание Литёха, ставил косики. Так вот, сегодня будем говорить про хороший фильм, который вам советую посмотреть. Почему этот фильм нужно посмотреть? Кто мне скажет? «Звонок из прошлого». Потому что фильм о чем? В 2019 году 20-летняя Шоян возвращается в отчий дом в сельской местности, да. Отец давно умер, а с матерью, которая лежит в больнице, отношения так и не наладились. Соян потеряла мобильный, поэтому включает городской телефон и начинает получать страшные звонки от девочки с просьбами о помощи. Выясняется, что незнакомый звонит Энцик. Ей тоже 28 лет, и она живет в этом доме, но в 1909. Так вот, 20 лет. Чё, братья, не поняли, про чё фильм? Это криминал, фантастика, триллер. С описания фильма так ведь ничего не поймете, да? Ясненько. Что это описание фильма? Описание фильма. Надо посмотреть этот фильм. А почему посмотреть этот фильм? Потому что я говно не советую. Это хороший фильмосик, да. Ну, теперь мы расскажем, что посмотрели. Теперь мы расскажем про этот фильм. Чё? Ну, там девочка 28 лет, его мать лежит в больнице, там рак, бабло нет, больниц хороших нет, все, и меня похоронить с отцом я хочу, да. Она, ну чё ты отца убила? Я была маленькая девочка, да, загорелся дом, и отец спал и погиб. Но в кухне был не выключен газ. И мать вышла в работу, не выключила газ, и все погорели, она спаслась. Так, ну и потом звонит, поэтому она обижается на отца. Так вот, показывает, что мать забыла там выключить газ, и все, загорелся и погиб отец, потому что он спал. Так вот, может так быть, может, но не в это. И ей звонят. Ну, она берет трубку, там начинает разговор. Она узнает, что ей звонят 20 лет до этого. Она живет в этой самой квартире, куда живет это. Это фантастический фильм про время, знаете, про время. Время назад. Знаете, такой фильм есть «Время назад». Так это не такой, это самый крутой фильм, потому что вот что бывает, если ты так наделаешь. Вот, звонит, ну, вот, слушай, она послушает, как была маленькая, с отцом, матерью пришло в этот дом. Это утопия, никогда никому не помогает это. Если это случится, так все, кранты вам будем, потому что она живет в прошлом, а вы живете в настоящем. 20 лет, она знаете, что может натворить. Ну, она такая, ну все нормально, я хочу спасти своего отца, давай, помоги отца моего спасти. Ну, то она соглашается, ну и спасает отец.
отца, и все ненавидят. О, как счастливо! Отец вернулся домой после 20 лет, знаете. Мать, отец, все нормально, все счастливо, все радость, счастье, все нормально, да? По-пацански нормально. Ну и опять звонит, говорят, посмотрела, кто она, знаете, звонок, говоришь с пацанами, с девушкой, так интересно, что она такая? Узнает, что убила мать. Ну и все, она рассказала, что, ой, тебя убьет ночью мать, давай, спасайся. Ну, она спасла, она тогда начинает, ну, это из прошлого девушку, начинает убивать. Убивает свою мать, потому что мать хотела убить ее. Ну вот, и тогда все изменилось, потому что по идее она за 20 лет была убита, она стала жива, и все меняется, она так все живет хорошо, так отец есть, мать, все бабло есть, дом красивый, все приходят там к ним 20 лет. Ну, этой реальной жизни, этой убийцей будем называть. Хорошая девушка и убийца, потому что она уже убийца. Если один драк, все, она живет спокойно, убийца живет спокойно, та тоже спокойно. Приходит там мужик, да, мужик приходит, и ну, приносят им так красиво все дома, все. И она там звонит, она не берет трубку. Ну, все хорошо, я отлично, так радостно, хорошо жить, потому что отец живой, бизнес хорошо, все бабло есть, все по-пацански, все круто. Здесь приходит молодой человек, переносит, ну вот, но приносят, но этот человек тоже приходит 20 лет в эту, приносит корзину, и он назад в будущее, знаешь, потому что если человек приходит убийца, да, и посмотрит в холодильник и на нашел труп. И тогда эта убийца убивает его, а она убила так 20 лет назад, и в этой настоящей жизни его нет. Оба-на! Квартира изменилась, все изменилось. А где этот? Так его не было, так никогда его не было. 20 лет назад его убили. Она ищет, где пропал. Пропал, понимает, что она убила эту девушку. Говорят, ты убийца, ты убила человека, вот так нельзя делать. Она сказала, все можно, потому что меня посадили. Посмотрит, что поехала, посмотрит, что его посадило. И все, и она говорит, тебя посадят, все, тебя кранты за убийство. Ну все, тогда начинается движуха. А что дальше, не буду рассказывать, посмотрите, потому что это хороший фильм Южная Корея. Что значит изменить что-нибудь? Если ты изменяешь, это не будет, потому что жизнь это настоящая. Теперь философия. Это вам показывает в фильме, что вы что-то сделаете, и будущее поменяется, потому что есть человек, нет человека. Человек может делать это, не может так показывать настоящую жизнь, потому что есть такой, знаете, игра GTA 6, знаете, такие, так человек есть бот или не бот, ну, потому что ясно, что человек будет делать. Если человек человеку перейдет дороги, они что-то спутают, так и все изменится у тебя, а потому человек не может. Потому что человек знает, я иду в работу, работа назад, работа назад, работа, ну вот еду отпуск, еду туда, все схвачено, вот можешь посмотреть вот твою будущее и сказать, что ты будешь делать и как ты закончишь, потому что и уже и может сказать твою будущее, потому что знает твои привычки, твои что делать, твои характеры, все, и ты знаешь, все нормально, вот, генетику знает, так все, компьютер уже может сказать твое будущее. Почему? Потому что человек это, не будем разговаривать по крупному плану, да. Ну хорошо, будем разговаривать про крупный план, потому что у тебя есть полицейский, который поймал эту убийцу. Ну, но как он поймал? Так есть доказательства. Ты что-то нашел, кто-то сказал, где-то сказал, кто-то не сказал. Потерял вещи, уже ее не поймали, не посадили. Так там все запутано, такое, ты понимаешь, что каждое твое решение, ну, человека, каждое твое решение, это решение нормального пацана. Ну и так человек теперь есть, ну, здесь фантастика и философия. Человек есть, который идет работа домой, работа домой, работа домой. Дети так и дальше, да?
Человек не так. Посмотрите в зоне как есть. Есть пацан, дух, который работает на пацана, козел, петух и слон в Литве в зоне есть, да? Почему так есть? Так и в нормальной жизни так есть. Есть человек, не козел, который всех придет. Ну, какой хочешь работы тоже есть. Пацан, который может договориться. Козел, который тебя сдаст и тебя уволят. Петух, так совсем страшно. И все ясненько. Так вот, каждой работе тебе нужно работать, и так понимаю. А почему? Так вот, и ты узнаешь, что в жизни есть богатые и бедные. Вот это нерушимо. Ты родился в бедной семье и богатой семье. Но неважно, как твое детство. Ты чё, ты чё, богатый или бедный? Кто будет лучше учиться? Бедный или богат? Ну, я богат, у меня все есть, вот так, все, я лентяй. А бедный, знаешь, что он бедный, он выучится, становится, окончит университет, получит хорошую работу и будет бабло. Ну, другой знает, что университет не окончит, есть криминальная структура, там бабла можно поднять. Ну, будет сидеть в тюрьме. Ясненько объясняет все по правилам, по-пацански. Вот этот фильм, что ты понял, что есть бедные и богатые, все зависит от тебя. Ты кончил университет, не кончил университет, если ты с мафией служил, тебя посадят. Если ты не, ты всегда будешь бедный, работа назад, и все, ты ничего не изменишь, потому что ты не политик. А политик может изменить? Нет, вот это все фигура, это называется философия шахмата партия с Богом, потому что здесь все круто, потому что потому что силы это, знаете, такие, чертики. Они так живут миллион лет. Ну вот опять людишки, вот маленькие, ну надо посмотреть характер, все. Ну все, братан, он мне не мешает, твой ноль. Самые опасные это люди, волки, белые волки, как я, потому что я могу один день делать то, другой делать тот, а третье все изменять, потому что я учусь и хочу узнать и вам помогти, которые фильмы вам нужно посмотреть. Посмотрите этот фильм. Через год назад он ставил, но он такой хороший фильм, такой хороший детектив, такая фантастика. И ты понимаешь, как все изменяется, если ты сделаешь неправильный выбор. Так человек каждый день решается, ой, виноват президент. Какой хрен президент виноват, если ты сделал неправильно? Что зависит от этого? Так вот, ты будешь бедный или богатый, если ты бедный, так ты что ты берешь там, ты кредиты, когда ты отдашь потом? Как я, да? Бедно, но сейчас стану богатым, все по-пацански будет. Ни хрена ты не станешь, надо знать свою дорогу. Если ты не чеброд, ничебродом умрешь. Если ты лох литовский, так литовским лохом умрешь. Это я про меня рассказывают, говорю, генералов, так все, ну чё, ничего, шахматная партия. 2 удара хороших, 12 получил в назад. Так вот, побеждает ГРУ, ФСБ ГРУ генерал, потому что он умнее меня. Так вот, потому что есть человека, есть конкуренция. Каждый человек конкурирует с другой, потому что есть конкуренция. А один доктор может, посмотрите, в больнице, один доктор, так и на это место сколько, а как им стать? Должен окончить университет медицинский, а там попасть может, не попадешь, потому что там все крутые попадают, или есть, или есть знакомые. И тогда все, братан, наколчен тебя поставят в это место, будешь работать, все нормально. А какая у доктора работа? Сидишь, тебя приходят, искать ничего не нужно. Так вот, и деньги, бабло хорошо. А если что, фирму сделал, дантистом, посмотрите, сколько реклама, все дорожой, потом приходят, тебя люди, бабло только берешь хорошее, и все, и нормально, все по-пацански. Но ты можешь быть? Нет, я могу быть? Нет, потому что я конкуренция проигрываю, потому что я двоечник, неудачник, как сказал Facebook генерал, и лох, литовский лох Тадас, потому что я вляпаюсь всегда куда не нужно, так вот, и становлюсь ничебродом, так вот, ясненько? Но я очень опасен, потому что я хочу учиться, хочу узнать и хочу всех победить по конкуренции. Ну, у меня все отжали, как всегда. Пистолет отжали, калаш автомат отжали, права отжали, машину отжали, все отжали. Литовский, ничего, тада, ставим лайкосики. Так вот.
Вот это значит нормальная, реальная жизнь. Так вот, и все изменить нельзя. Прошлого чё слетишь, биткоины купишь? Ну чё, братан, не купил биткоин, все, потерял все. Знаешь, как все идет теперь. Ты как всегда вперед, на работа назад, а я литовский диванный король, пацаны, не работаю, я не работаю, это не работа, я делаю на свое удовольствие, мне хорошо, что у меня есть друзья, которые смотрят меня, которые нравится посмотреть, что я предлагаю, расскажу свою мнение, я с вами дружу, это дружба, братан и сеструха, я вам рассказываю свою мнение, почему нужно посмотреть фильм. Потому что изменилось ваше мнение, что одна ошибка изменить нельзя. Люди делают ошибки много и потом винят других. Не надо никогда никого винять. Ты сам сделал выбор, ты сам за него и должен отвечать. За тебя никто не сделает, за тебя никто не поработает, за тебя никто денег не получит, за тебя потратить деньги никто не потратит. Надо смотреть в экономику, сколько получаешь, сколько тратишь, и не должно быть минуса. И берем кредит, завтра дадим, а завтра, если потеряешь работу, тебя все отберут, и ты становишься нищебродом, как и я, литовский диванный король Тадов. Все объяснил, все понятно. Так вот, если понравился такой фильм, потому что я не рассказал, что окончился фильм, ой, досмотрите до самого конца. Я объяснял все, почему надо его смотреть, потому что, посмотрите, мне такой инфаркт, так мне слезы попали, так жалко было. Эх, братья и сестры, посмотрите этот фильм и распишите мне коммент, понравился или нет. Я вам не предлагаю фуфло, я предлагаю, чтобы вы подумали о своей жизни, что можно еще что-нибудь изменить, чтобы вы учились, как Ленин сказал, надо учиться, 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 потому что если ты остаешься от жизни, я срабатываю, работа на завтра, а если твоя работа банкротируется, что ты будешь делать? Плакать? С голода помрешь или что? Надо всегда знать, работа хорошо есть, какая рыночная экономика, что-то с вашей работы получите, не, или что будет дальше делать. Не важно, важно сегодня работа домой, работа домой. Ну хорошо, работа домой, а что, как отдохнуть тебе, чтобы тебя отдохнул весь тело, чтобы у тебя было удовольствие, жизнь. Потому что деньги удовольствия не дает жизни. Удовольствие это хорошо покушать. Кушать это... Что тебя дает удовольствие жизни? Пишем коммент. Ну все, братья и сестры, все вам рассказал про этот фильм. Мне этот фильм очень понравился. Посмотрите и скажите свое мнение. Вы смотрели такой фильм? Нет. Вам нравится фантастика? Самое размышления, или вы хотите самый какой крутой, сидел на диван, смеялся и все хорошо, время пролетело зря, так вот, и ничего не поняли. Так вот, братья и сестры, хорошего вам дня, все хорошего, пишем, братья и сестры, комменты. Все, пока, братюня. Или сестрюха, пятюню дай.